Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня мы рассмотрим MIDI-клавиатуру от компании Roland A88 Mark II. Если мы говорим о клавиатуре 88 клавиш, мы, естественно, понимаем, что самое главное в ней — сами клавиши. И здесь они действительно высокого качества. Это клавиатура PHA-4 от компании Roland. Она, как мы уже сказали уже несколько раз, 88 клавиш. Она полновзвешенная, с молоточковым эффектом и отвечает на скорость и силу нажатия. Давайте поподробнее рассмотрим все-таки клавиатуру. И первое, что могу сказать, по ощущениям, она приятная, она слегка матовая, что немаловажно, да, при постоянной игре, что пальцы у вас не будут скользить. Они довольно-таки глубокие, то есть большие клавиши, что соответствует стандартам акустических инструментов. И чувствуется отклик этой клавиатуры. Итак, давайте проверим. При нажатии у основания клавиш, да, они немного, конечно, посложнее нажимаются, но это не так критично. Действительно, очень сбалансирован этот момент. То есть нету такого ощущения, что прям очень туго здесь нажимается. Чуть-чуть туже. Но довольно-таки приятно. Давайте сыграем что-то на звуке пианино. Мы используем стандартное пианино Logic 10. Как вы могли обратить внимание, играл я специально в такой тональности и в таких позициях, чтобы прочувствовать основание клавиш и край клавиш. В общем-то, контроль над игрой удобен в разных позициях. Ну, теперь давайте проверим еще чувствительность, сыграем в какой-то другой тональности, чтобы были задействованы и белые клавиши тоже. Ну, еще хочется отметить, что по тяжести клавиши, они тяжелые, и я бы не сказал, что они очень вязкие. Знаете, бывают на некоторых клавиатурах прямо слишком тяжелые клавиши. Эти клавиши действительно очень похожи на клавиши в пианино. Я думаю, будет комфортно как и профессионалам, так и начинающим музыкантам. Ну, а теперь о функциях этой MIDI-клавиатуры. Первое и очень важное, что здесь есть MIDI-вход и MIDI-выход, и USB-C. В чем важность? В том, что разные зоны вы можете назначить на разные выходы. К примеру, первая зона будет отвечать за USB-C, и звук будет идти с компьютера, управляться данной MIDI-клавиатурой.
Вторая зона будет назначена на MIDI и будет управлять каким-то внешним модулем. И это переключается на ходу непосредственно в клавиатуре. И раз уж мы задели эти зоны, да, здесь несколько зон и разделение клавиатур, которые настраиваются непосредственно в клавиатуре, что тоже очень удобно. Вы можете назначить в определенной зоне вашего инструмента арпеджиатор, дальше он будет играть без арпеджиатора, к примеру. Также настроить разделение, у вас будет в левой руке бас, лейеринг, если вам нужно, вы можете до 3 звуков смешать и включением-выключением клавиш отключать нужные звуки. 8 назначаемых регуляторов и также 8 назначаемых пэдов, которые имеют подсветку RGB – красный, зеленый и синий. Итак, вот давайте переключим. Видите, я не обманываю, действительно есть цветовая составляющая. И, как вы видите, несколько позиций для этих пэдов. Это режим нот, когда вы можете играть какие-то партии, удобно, например, барабаны, или, опять же, в назначении CC вы можете назначить, как, допустим, запуск определенных клипов в Ableton. Очень удобно. Или старт, пауза, перемотка. Но для этого также есть и клавиши Review и Next, которые позволяют вам переключать треки в редакторе. Программные установки, которые дают очень много возможностей и позволяют вам на ходу настраивать эту клавиатуру. Ну и также у пэдов есть режим 8 банков, что очень удобно. Например, в раскладке нот, соответственно, вы можете практически по всей клавиатуре разложить ее, переключаясь. Мы об этом поговорим чуть позже. Кнопки Shift и функции открывают другие возможности у клавиш, которые уже есть. Например, нажимая Shift, вы можете поменять чувствительность клавиатуры так, как вам это нужно, что немаловажно, и это происходит без каких-то дополнительных настроек, то есть на лету. Да? Есть октава, транспозер, арпеджиатор. Арпеджиатор, надо заметить, что только на одну из зон Upper 1. И, как вы видите, подписки над клавиатурой тоже дают определенные настройки. Это MIDI-каналы, выход, как я и говорил. Вот смотрите, как это легко происходит. Нажимаем, удерживаем клавишу «Функция», нажимаем «Output», загораются 2 пэда, и здесь вы назначаете выходы первой руки и второй. То есть, как они пойдут на MIDI-клавиатуру, либо, точнее, на MIDI-выход, либо на USB-C. Итак, вот смотрите, у нас есть инструмент электрофоно. Оно звучит по всей клавиатуре. Итак, я его сейчас удалю, чтобы он нам немножко не мешал. Вот тоже электрофоно, подклад и бас-гитара. Итак, в чем вообще преимущество зон? Вот мы берем вот эту зону, обозначаем ее, да, сплитом. А вторая зона, Upper 2, тем же самым плагином, как вы можете увидеть на экранке, который мы пишем. То есть у нас есть одно электрофоно. Я просто нажал Upper 2, и она стала звучать на октаву выше в определенной зоне. Итак, нажимаем Upper 1 и Upper 2. Это есть режим лейеринга. И, то есть многослойности, да. Мы играем. И в следующей нужной нам октаве мы получаем октаву, да, в раз. Когда нам это не нужно, мы просто переключаемся на один из звуков. И это снова звучит. Один плагин, и это очень удобно. В чем еще преимущество? К примеру, мы на один и тот же звук можем назначить в определенной зоне арпеджиатор, а в другой зоне его не будет. Итак, мы нажимаем клавишу Shift, удерживаем ее и нажимаем клавишу Upper. Теперь слушаем. При этом Upper 2 у нас, как мы и говорили, без арпеджио. Включаем их вместе.
По-моему, это очень круто. Еще немного об этих настройках. Вот, к примеру, сейчас у нас включена и левая рука, и 2 зоны правой руки. И я покажу вот такую тонкую настройку сплита, которую мы сделали сейчас. Итак, бас-гитара, подклад, электрофоно с арпеджиатором и здесь подключается электрофоно. То есть к первому подмешивается второе. В чем преимущество сплита? В нужный момент, когда я нажму сплит, первая партия отключится. И вот здесь она пропала. Вы можете настроить так, как вам это нужно, но, в общем-то, что дает мне это? Это удобство в использовании в живой работе. Немного о назначаемых регуляторах. Мы назначили позиции XY контроллеров и также частоту среза. Итак, проверим. Все реагирует легко и назначается тоже очень просто. По традиции давайте запишем небольшой трек и будем начинать с барабанов. Будем использовать пэды. Режим нот. Вот здесь вот у нас, допустим, бочка с малым, с римшотом. Переключая банки, как мы уже говорили, да, о том, что у этих пэдов есть возможность большой раскладки. Так вот, пожалуйста, хай-хэт. Давайте начнем с бочки с малым. Включили метроном. Угу. Поехали. Подпишем хай-хэт. И томы. Подпишем подклад. Подпишем бас.
и поиграем немного на клавиатуре. Мне понравилась эта MIDI-клавиатура и главным образом ее клавиши. Это действительно качественная клавиатура. Она очень удобная, много функций. Классная фишка с этими зонами, легко очень настраивается. Ну и также USB-C, MIDI. И дизайн. Прочный такой пластик, который внушает доверие. Она сама такая увесистая, ну и минималистичная, что мне очень нравится. И в заключение я хочу сказать огромное спасибо нашим подписчикам, которые пишут комментарии. Я благодарю вас за хорошие позитивные отзывы. Они вдохновляют на еще большие какие-то достижения. И негативные отзывы тоже. Спасибо вам огромное. Они заставляют нас расти. Мы прислушиваемся к вам. И хочу сказать, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про колокольчик и пишите комментарии. Мы всегда ждем, читаем это. Всем пока. Так, основные характеристики. Ага. Да. Все. Да. Давай. Ну давай, мне все равно, я пишу. Ты пишешь? Вот и пиши. Идет, экранка идет, все идет. Киборг сестра. Можно. Пишем.